coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Yes You Grace, да, ваша милость. Предыдущая серия выдалась прям хорошая, одни плюсы, мы помогли ведьме, получили специальную именно травушку, которая притягивает, получается, удачу, значит, нам должно будет чаще вести в нашей политике. Это радует, и мы получили целого волшебного петуха. И это еще не все. Там очень много всяких интересностей. Сейчас предыдущая серия как раз таки в подсказочках вылезет. Поглядите на нее. Я думаю, вам точно понравится. А так, давайте продолжим. У нас 14 дней до прибытия Радови, которая хочет забрать наших дочерей. И я буду надеяться, все-таки мы сможем предотвратить самый плохой сценарий и одержать над ними верх. Ну и, конечно, подготовиться к великому суду, где нас будут судить именно мы ли убили нашего товарища Талиса. Вот. 49. Да, у нас все больше и больше тратится денег, кстати. А я могу прекратить набор войск, а? Вот, он будет по 9 теперь тратить. Блин, так мы теряем людей. Это неприятно. Ладно, пока что так держимся пока что. 9-5. Нокси, драконоборец плюс 5 нам дает. Еще Леди Ада плюс 1. Это 6. Получается, мы получаем 15 15 колосков. Но сейчас мы минус 11 тратим только на то, чтобы эту армию содержать 300 человек. Да, сильные траты. Кстати, надо было еще и стоило потом прокачать, возможно, потом. Так, как дела? Ваша милость, ситуация накалялась. Не представляю возможным избежать кровопролития. Тем не менее, мы захватили запасы пыли лорда Эттона. Отлично. Мы сделали все, что он просил. Полагаю, стоит связаться с Лурсом, ваша милость. Мы выполнили кое-какие его просьбы, так что, возможно, он уже готов к союзу. Вы меня звали, ваша милость? Тайное послание для вас. Тайное послание. Я нашел это послание. О, прекрасно. Я сделал, что вы просили. Я сделал, как вы просили. Восхитительно. Мы прекратили рост торговли Эттона. Пророческая пыль от этого не исчезнет, но мы определенно уменьшили ее распространение. К сожалению, возникла небольшая проблема. Поскольку Эттон не покупает мои пряности, другие покупатели тоже от меня отвернулись. Теперь торговля едва идет. Вот почему мне пришлось начать торговлю с Радовией. Вы спятили? Вы поддерживаете наших врагов. Мы же готовимся к войне с ними. Полагаю, что вы правы, но они тоже нам помогают. Я уверен, что для них это тоже непростое решение. Ваша милость, дело в том, что мне нужно золото. Иначе я не смогу содержать войско. Единственный иной выход я вижу в том, что вы сами будете покупать у меня пряности. Но мне нужно будет ежемесячные закупки. Мне нужно поддерживать мое дело на плаву, иначе мне придется с ним покончить. Если вас не устраивает ни один из этих вариантов, тогда, полагаю, нам придется распрощаться. Я куплю ваши пряности. Куплю ваши пряности. 3 золотых. На. Но вам придется прекратить снабжать родовян. Надеюсь, это их деморализует. Что ж, очень хорошо. Я займусь подготовкой всех необходимых торговых путей. Пока на этом все, и мы получили еще плюс 200. Пока на этом все. Как вам будет угодно, ваша милость. Этот союз дает нам множество преимуществ, ваша милость. В конце недели нам стоит ожидать новых поступлений в казну. Что ж, так, а что еще сделать? Такс. Ну, с Эттоном у нас все, мы уже вообще ничего сделать не можем. Давайте Машу позовем. Надо ее тоже засоюзить. Сейчас мы ее засоюзим. Мы получим 1, 2, 3, 4. 4 союзника сразу к себе заберем. Неплохо. И купец. А вот он и купец. Как раз таки купец. Ваша милость, я к вам из таверны. Как я уже говорил, люди приходят туда только для общения с женским полом. Должен признать, мои продажи взлетели до потолка. Посетителей массы, но теперь в моей таверне фактически всем заправляют сутенеры. От
ни хлопот не берется, но это уже было. Все, это уже в предыдущей серии узнаете. Нужно вышвырнуть. Нужно вышвырнуть. Тебе нужно защитить таверну, пока не стало слишком поздно. Полагаю, дальше будет только хуже. Я не сомневаюсь, что ты быстро отстроишь свою таверну. На помощь я пошлю. Я пошлю генерала. Я пришлю тебе генерала. Он удостоверится, что они тебя больше не потревожат. Спасибо, ваша милость. Ваша милость. Какое-то время вам стоит ждать... Не стоит ждать вашу долю прибыли. Полагаю, что доходы должны сильно упасть. Что поделать, простолюдин. Ваша милость, на прошлой неделе в нашей деревне случился пожар, и вы помогли нам. Генерал прибыл как раз вовремя. Загорелась наша часовня, но мы успели ее спасти. Я хочу передать вам величайшие из благословений, ваша милость. Мы перед вами в неоплатном долгу. Кукареку. Корек. Рад слышать, что у вас все хорошо. Надеюсь, вы поскорее отстроите сгоревшие дома. Мы над этим трудимся, ваша милость. Еще раз спасибо. Он нам солгал. Вот тварина. Простолюдин. Ваша милость, я пришел к вам с очень личной просьбой. Видите ли, я потерял мою единственную любимую свинку. Она для меня была важнее всего на свете. Слыхал я, что вы платите золотом за тех, кого мы потеряли. Могу ли я надеяться на вашу помощь? Блин, вот золото. Не трать мое время. Блин, золотом торговать как-то. Ну ладно, давай, 5 золота. Все-таки это все 5 золота. На. Вот, возьми это золото. Кажется, эта свинья и правда очень важна. О, это прекрасно. Благодарю вас. 5 золота. Йотан за сына 7 получил, но все же неплохая цена за свинью. Вот ты ублюдок. Вот я дебил. Ладно, я... Да. Азали? Отец, я хотела спросить, мы можем еще позаниматься фехтованием? Может быть, позже в саду? Ты обещал, что мы потренируемся, отец. Что ж, тогда мне следует сдержать слово. Иди, можешь начинать без меня, а я присоединюсь чуть позже. Здорово, буду ждать тебя в саду. Ишь ты, как обрадовалась. Лучше мне за ней присмотреть. Петушок. Кукарек. О, и он черный. Вот это да. Ты самый наилучший из всех пап на свете. Кукарек. Ох, какой же ты такой красивый. Рялке, ты очень понравишься. Благодарю вас, ваша милость. Хорошо о нем заботься, непоседа. Я люблю тебя, папочка. Да хранит ее боги. Надо будет почитать наш дневник. Блин, я жалею о том, что я отдал этому тваренушу, блин, деньги. Ей-богу, я переиграл бы. Серьезно, я сейчас бы переиграл бы нафиг. Лишь бы не отдавать ему деньги. Серьезно, я такой... Хотя, знаете, я это сделаю нафиг. Так, все. Продолжаем. Я послал этого хрена куда подальше. Странно, что наш петушок не помог. Буду надеяться, ей все будет хорошо. Да благословит ее Господь. Я буду надеяться, она выживет. Так, давайте архивы почитаем. Расследование. Так. По спрашивал тюремщика, король Эрик выяснил. Король нашел спрятанное в саду письмо. В нем были карты замка и указания по поводу использования яда. Родовский укус. Прибыло очередное письмо из Родови. На этот раз с объявлением войны. Это так волновало Эрика, что он снова упал без чувств. Колтон Сабаги. Пьяница еще раз пришел в тронный зал. Он попросил немного денег на новую удочку. Король решил помочь бедолаге и дал ему немного больше золота, чтобы помочь ему навести порядок в жизни. Свидание. Новый... Так. Свидание... Помнив слова Седания о черном петухе, король купил одного такого у торговца, чтобы подарить дочери. Тем самым мы получили очень добренькую. Теперь Седание зато к нам благодарна, нам благосклонна. Пряности. В странный зал пришел тайное послание. Эрик передал его лорду Лурсу. Он обратился к крестьянину, который попросил компенсацию за свою пропавшую свинью. Но, разумеется, мы отказались. Теперь давайте в зал пока что пойдем. Надо потренироваться с дочкой. А, не, подожди. Давайте в сад.
Азалия. А это кто такой? Да, отец? Кто это? Вижу, ты уже нашла себе партнера для тренировок. Ну не ждать же тебя весь день. Я тебя раньше не видел. Кто ты? Это Майя. Помнишь, когда я выбралась из замка, чтобы погулять на свадьбе, на которой тебя не должно было быть? Да, в общем, тогда я и познакомилась с Майей. Мы повеселились на свадьбе, я подумала, что было бы неплохо ее пригласить. Ваша милость. Видишь, вот, никак не могу по ней попасть. Смотрю на вас двоих, и кажется мне, что я теперь знаю, почему сюда не хочет пырять людей. Это все... А, значит, ты уже слышал про пырялку? Несмотря на меня, так Седани сама это выдумала. Подожди. Не смотри на меня, так Седани сама это имя выдумала. Седани очень хотела с нами тренироваться, и поэтому нам пришлось выдумать ей другое занятие, чтобы ее отговорить. Радуйся еще, что она не бегает повсюду с настоящим мечом, папа. Ты неплохо орудуешь мечом. Кто тебя научил так сражаться, Майя? Мой папа владеет мечом, он показал мне несколько приемов. А он разрешает тебе играть с оружием? Майя говорит, что нужно быть готовым к нападению врагов. Никогда не узнаешь, когда они нападут. Ха! Именно так мой папа и говорит. Ладно, играйте тут. Твой акцент. Не могу понять, что... мои родители родом из Иравии. Мы проезжаем мимо, а в столице остановились на несколько недель. Ого, путь не близкий. Где сейчас твои родители? Они заняты на рынке. Отпустили меня погулять. Да, они странствующие торговцы, ну или что-то вроде. Майя мне показала кое-какие приемчики с мечом, которым она научилась во время их путешествий. Любопытно, торговец, который умеет сражаться. Я был бы рад как-нибудь познакомиться с твоими родителями. Передай им, что я их пригласил. Благодарю вас, ваша милость. Я передам им ваше приглашение, они будут счастливы прийти. Буду рад их видеть. Ладно, играйте тут. Мне нужно идти по делам. Только не порежьтесь. Ладно, играйте тут. Но не прибегай с криками, если пальцы тебе отрежешь. Спасибо, отец, не будем. Ну что ж, ну отпустим их. Ну блин, ну что поделать, девчонки уж. Ну нравится им так, что-то поделать. Пускай поиграют. Я буду не строгим с ней, потому что, ну блин, ну что тут поделать. Ей все равно в нашем замке делать нечего. Она, блин, днями просиживает на одном месте. А теперь давай в зал совета. Во, Седани. Ваша милость. Как идет задание? Ты уже превратила пырялку в принца? Нет, еще нет, ваша милость. Я думаю, что ему нравится его петух. Но он совсем не хочет на нем ездить. Думаю, мне надо попросить пырялку что-нибудь для меня сделать, чтобы я была ему обязана. О, я придумал, я отправлю его на задание. Хорошо, только не наделай глупости, непоседа. И не поранься. Да, ваша милость. Погладим пырялку. Так, подожди, давайте посмотрим архивы теперь. У нас очень много всяких интересностей. Но пока что никаких изменений. Культ деревьев. Седани. Кажется, Седани была всецело поглощена поисками способа превратить ежа в принца. Азалия. Подруга Азалии, Майя, определенно была любопытной девочкой. Король Эрик был рад, что Ас наконец-то нашла кого-то, с кем может играть. Пускай она играет. Главное, теперь она хотя бы поспокойней.
Ну что ж, а теперь надо решать. Так, мы отправили генерала, получается, на 2 недели он будет недоступен. Ну, на этом вот наша неделька и заканчивается. Быстро время летит. Я еще... могу кого-то пригласить. Так, кого нам надо пригласить? Нам надо Машу пригласить. И у нас там ее похититель до сих пор сидит. Что получается? Так, ну давайте, что, потратим, может, немножко денег. Давай потратим 25 нас стоило на всякий пожарный. Чтобы, если что, деньги были. Нормально. Пока что еще живем. Кстати, надо посмотреть, чтобы наша еда не стала быстро убывать. Так. Любезный король Даверна. Жападные леса близ брани имеют отношение к вашим проблемам. Необычный предмет может привести вас к виновному. Не мешкайте. С наилучшими пожеланиями. На этом письме нет печати. Что ты можешь о нем сказать, Отри? Кто бы не послал это письмо, не шутил, если потратился на писаря, чтобы его составить. Полагаю, дело важное. Нам стоит отправить в этот лес генерала и выяснить, что... Да как? Я отметил для вас это место на карте вашими. Как раз таки на следующей неделе мы это сделаем. Маша. Вы меня звали? Угадайте, кто в темнице. Угадайте, кто вас дожидается в моей темнице. О, вы поймали того пронырливого хорька, не так ли? Вот вам немного золота за ваши хлопоты. Благодарю вас, ваша милость. И, кажись, мы заполучили ее войско. Да, плюс 130, блин. А мы почти набрали количество, простолюдин. Ваша милость, я хотел поговорить с вами о продаже картофеля. Кто-то его украл и сдается мне, я знаю кто. Но тут говорят, что одно посещение, одно прощение. И сдается мне, у меня сейчас есть проблемка похуже. Прошение. Сам я не местный, пока шел сюда, уж больно утомился. И я хотел только перевести дух и сел в одно из тех модных кресел в зале. Знаю, не надо было, но выходит, что боги меня уже за это покарали. Ощущения были, будто я сел на подушку для игл. Она как запищит, а я как подскочу. И вот я поднимаюсь, а у меня весь зад в иголках. И мало того, что мне теперь что-то совсем дурно, сил нет. Боюсь, что кресельное чудище меня отравить могло. Что мне делать-то теперь? Бориалка. Бориалка? Нет, о нет, звучит очень недобро. Даже не знаю, что тут можно сделать. Простите, что вмешиваюсь, но думаю, я могу помочь. Меня Алена зовут, ваша милость. Я сведущая в зельеварении, магических странностях, хворях, еще исцелением занимаюсь. Ведьма? Ну, кто-то может и так меня назвать, хотя я себя предпочитаю считать просто хорошо образованной женщиной. К вашим услугам. Ваша милость, нам бы совсем не помешали услуги такого человека, чтобы помогать нуждающимся. Она стала бы хорошим дополнением в списку наших доступных агентов. В чем подвох? Что ты хочешь получить взамен? Ах да, разумеется. Люди всегда чего-то хотят взамен, так ведь? Я женщина простая, мне нужно только крыша над головой и немного еды. Взамен я предложу вашему королевству помощь в решении любых сверхъестественных проблем. Я просто хочу помогать людям. Спасибо, тогда рада приветствовать в нашем замке. Для меня это честь, ваша милость. Еще я смогу помочь вам в битве, если понадоблюсь. Зидане будет не рада услышать про пылялку, надо с ней поговорить. Я посмотрю, есть ли у нас в зале совета какие-нибудь полезные книги, ваша милость. В еженедельном отчете вы увидите расходы на содержание ведьмы, ваша милость. Мы можем платить ей, когда она нам понадобится. Это замечательно. Простолюдин. Ваша милость, нашу деревню Пендл ограбили разбойники. Это были мужчины, одетые в красное и черное, а на флагах у них была голова зверя, насаженная на копье. Это определенно родовяне, ваша милость. Это значит, что они все ближе, или, возможно, они просто нас дразнят. Дразнят? Людей убивают, калечат, забирают в рабство, и это, по-вашему, дразнят? Ваша милость, кажется, их было не так уж и много. Пожалуй, совсем небольшой отряд пришлите нам ваших людей. Мы можем дать злодеям отпор.
Понятно, что вами движут сильные чувства, но нам нужно смотреть на ситуацию шире. Если мы дадим им отпор, они наверняка разозлятся и ответят с еще большей силой. Нам совсем не нужно преждевременного начала битвы. А если терпеть их нападение, то они только убедятся в своей безнаказанности и будут продолжать. Ваша милость, вы обязаны что-нибудь сделать. Нельзя уж вот так просто позволять им разорять нашу страну. Припасами помогу. Если я пришлю вам продовольствие, выжившие смогут уехать из деревни, переселяйтесь ближе к замку. Сейчас непростое время, не высовывайтесь зря. Не выходите на улицу после темноты, пусть кто-нибудь постоянно патрулирует местность. И это все, ваша милость? Вы хотите, чтобы мы убегали от них и позволяли им делать все, что заблагорассудится? Нелепица-то какая-то. Так будет лучше, поверьте мне. Как скажете, ваша милость. Мы переберемся так близко к замку, как только сможем. Ну, хоть так мы не потеряли довольство людей, наемник. Ваша милость, мы услышали о приближающемся сражении. Для нас это отличная возможность подзаработать, а для вас получить помощь в бою. Мы наемники, нас 22 человека, все хорошо обучены, и всего за 16 золота. Что скажете? Кажется разумным. Вот ваше золото. Удостоверьтесь, что ваши люди готовы к бою. Благодарю вас, ваша милость. Вы не будете разочарованы. Да, конечно, до хрена у нас проблем. Карта. Куда нам отправиться теперь? Вот понять бы, куда нам дальше. Пулка, спрятанная хижина. Так, надо будет сейчас в архивы глянуть. Давайте в архивы глянем. Поиски Йонса. Передал заключенного леди Маш. Вероятно, он получит по заслугам. Король решил пока не предпринимать. Ему только усубить все. Эрик советовал гостям перебраться ближе к замку. Выдал им провизию. Ну, неплохо. Так, давайте-ка, так давай. Так. Я не знаю, куда нам. Так, ладно, в зал совета давай заглянем. Поговорим с Седани. А потом я подумаю. Ваша милость, есть новости о твоем ежике. Седани, твой ежик умер. Пырялка! О нет, это моя вина. Не надо было отправлять его на задание. Я знала, что он еще не готов. Скажи мне, ему хотя бы удалось выполнить поручение, его последнее задание? Задание? Какое задание, Ситани? Ты послала на задание ежа? Да, задание под прикрытием. Он должен был провести разведку, собрать сведения и вернуться ко мне. И тогда, если бы он помог мне, я оказалась бы должна ему прямо в той истории. Прямо как в той истории, папочка. И же не выполняют задания. Они едва ли следуют каким-либо указаниям. Вот поэтому-то они так хороши. Никто не заподозрит ежика. Как еще он мог мне помогать? Прошу, больше не делай так. Пожалуйста, больше не отправляй на задание ежей. Последний из них пырнул крестьянина. Но я была так близко к тому, чтобы превратить его в принца. Пиларсули никогда не вернется. Что ж, полагаю, ты прав. Прости меня, ваша милость. Ничто так не грациозно и не бесстрашно, как котик, как трухляж. В следующий раз я найду более грозного агента. Я буду его обучать, и он будет готов к любому моему поручению. Усилия пырялки не пропадут зря. Ох, Седани непоседа. Ой, блин, ты моя родная. Ваша милость, чем я могу служить? Ну, пока что. Кукареку. Ну, хоть курялку получили. На этом, кажется, наша неделя и заканчивается. Мы получили еще плюс военных. Ну, у нас почти 1000 воинов. Тут скажешь. Но я, честно говоря, отказался бы от чего-нибудь. Карта. А, мы можем отправить кого-то. Только вот понятно куда. Спрятанная хижина, кстати. Кто нам вообще, подожди. Поиск пропавшая свинья, пряности.
Седани. Давай Седани посмотрим. Что там под Седани? Что про Седанию говорят? Седани не настолько расстроилась из-за порядки, как король ожидал. Она понимала, что это ее вина, и решила сосредоточиться на поисках следующего агента. Таверна. Сегодня владелец таверны вернулся к королю, сообщив о том, что таверна превратилась в бордель. Король посоветовал мужчине вышвырнуть сутенеров вон и вернуть контроль над таверной. В помощь ему король послал генерала. Культ дерева. Герой, о котором все мечтают. Нокси. Расследование после смерти Талиса. Так, кого мы можем выслать? Так, Машу мы получили в служение. Может, Нокси отправим, а? Давайте Виолиту. Пошлем Виолиту. Надо узнать вообще, согласится ли она. Ну все, кажись. На этом наша... Ну хотя, блин, осталось узнать, куда нам отправить ведьму. Я очень хочу ее куда-то отправить. Надо подумать. Блин, куда? Давайте отправим в Тулку нашего товарища. Отправляем. Ведьма отправляется на задание. Прятанную хижину мы уже исследуем позже. Далее мы все вот это вот поисследуем постепенно. Сейчас будем потихоньку закрывать вопросы, раз потихоньку будем закрывать вопросы. Может, что-то да найдем. Вот и неделя закончилась. Очередная неделя. Ой-ой-ой-ой-ой, а ведьма стоит-то дорого. Ядрить-мадрить. Ёпстить, еще и содержание войска какое. Конское просто. Подготовка генерала, блин, 20 стоит. Видимо, будет доступна ведьма. Это ведь так нужно. Блин. Ай, ладно, у нас еще 12 дней. Еще как-нибудь выкарабкаемся. Нам банк даст еды. Блин, а ведь... А как нам вообще выживать теперь? Лорд Лурс, Нокси, Дарконоборец. Дает нам 5. И 9 еще. Подати. Не знаю, но, честно говоря, я оплату бы... Знаешь, я сниму оплату, пускай войско по чуть-чуть уменьшится. Просто, ну, чуток уменьшится. Если что, потом у нас вообще практически собрана эта 1000, она почти собрана. Сильно нас это не должно убить. Голодающее войско, простите уж, но у меня я лучше все сохраню. Ну, на этом, мне кажется, мы и закончим нашу серию. Как вы думаете? Ну, думаю, да, как раз таки так. Целый день, а то я 2 дня на целой серии потратил. А так, мы закончим сегодня на конце вот в этой части. Давайте вперед. Сохраняем и вперед. Денег у нас нет. Давайте подготовку ведьмы тогда потратимся. Чтобы ведьма была готова к бою, а дальше мы еще подготовим генерала. Все равно это недорого. Ну что ж, давайте узнаем от генерала отчет. Ваша милость, я помог владельцу таверны избавиться от сутенеров. Не знаю, что там вообще происходило, но когда мы прибыли, там был полнейший бардак. Я рад, что удалось привести таверну в порядок. Неплохо. Теперь у нас есть наш сутенер. Так, что ты нам ответишь? Старушка из соседнего леса требовалась помощь с волками, которые постоянно крали ее цыплят. Мне удалось быстро с ними разобраться, ваша милость. По благодарности она дала мне немного провизии. Что-то тут очень много это. Вы знаете. Виолит. Ну, узнаем мы это уже в следующей серии. Какой странный звук. Блин, я чуть подумал. Ёптить. Ясно. Извиняюсь. Это от меня. Это от моего телефона. Да ладно. Ну что ж, на этом мы закончим. Сегодня на этом мы закончим. 18-я неделя. Ситуация довольно хорошая. Мы почти собрали нужное количество воинов. У нас огромное количество союзников. Маша, Ада, Лурс, Нокси на нашей стороне. Нам осталось только еще поисследовать парочку наших товарищей, а именно, ну, Виолита и так далее. Нужно со всеми с ними поговорить и узнать, что они хотят. И засоюзиться с ними. Грегор нам, кстати, понадобится, потому что он дает +3 к пище, а это крайне полезно.
Я думаю, что между ними двумя я выберу все-таки сэра Грегора. Да, конечно, у Виолит больше войска, но зато плюс 3 пищи, а это нам побольше. Ну ладно, это мы будем думать уже в следующей части. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Критикуйте, обсуждайте игру, только не спойлерите, буду рад с вами пообщаться. Предлагайте игры, кстати, также они будут попадать в копилку. Попадать в копилку и будем их потихоньку проходить. Загляните в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, такое о новых видео узнайте и пополните нашу уже не такую уж небольшую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!